Друзья, всем привет! Серферы Бездельники Девианты. Приветствую на моих обоих каналах. Юрий Романенко и Романенко Шортс. И мой моноэфир сегодня будет посвящен этой страшной беде, которая произошла вчера, когда был россиянами сбит самолет азербайджанских авиалиний. И вокруг чего, позавчера уже получается, извините, забыл. И вокруг этого сразу выстроилась просто большая инфраструктура лжи, манипуляций, инсинуаций, в которых россияне мастера, и которые нас вернули во времена 2014 года, когда сбили МЧ-17 Боинг на Донбассе, и который, как мы знаем, перевернул вообще ход событий, точнее говоря, повлиял во многом на ход событий. И вот тогда точно так же россияне врали, извращались, изворачивались как могли, лепили любые самые смешные какие-то нелепые версии произошедшей трагедии. И вот сегодня Кавказ в лице Азербайджана, которому я приношу свои искренние соболезнования, я себя уже писал на Фейсбуке, и в Телеге, и на Твиттере. Эта трагедия, она, естественно, требует сочувствия, и поэтому, я думаю, как и все здравомыслящие нормальные люди в Украине, мы его выражаем с моего канала. И там погибли не только граждане Азербайджана, там погибли и из Киргизии, и из Казахстана люди, поэтому всем им тоже выражаем свое сочувствие, родным и близким. Такое, к сожалению, бывает, когда рядом с тобой находится неадекватный сосед, который готов идти на все, на любую ложь, на любые уловки для того, чтобы скрыть истину, когда она неприглядная, и когда она разворачивается против его интересов. И здесь ведь эта история, она на самом деле страшна не только тем, что они сбили этот самолет, что происходило уже неоднократно, потому что помимо МЧ-17, я напомню еще судьбу израильского Ту-154. Многие уже забыли эту историю, когда над Черным морем при Кучме в октябре, это был, по-моему, 2003 год, был сбит Украиной, как тогда говорили, украинскими ПВО, Ту-154, который летел из Израиля. И тогда тоже погибло, по-моему, 66 человек. Так вот, нужно, почему я обратил на эту историю внимание, специалисты, которые расследовали эту катастрофу, в том числе в Украине, говорили мне, что это было политическое решение со стороны Украины прикрыть на самом деле российскую ракету и след России. И Путин давил тогда на Кучму и вроде бы продавил, что Украина приняла на себя эту вину, хотя приняла с определенными оговорками и выплатила там компенсация. И что на самом деле это была не С-200, значит, а российская ракета, потому что одновременно там проводили учения не только украинские, значит, силы ПВО, но и россияне в районе этого мыса Апук. И, собственно говоря, вот эта вот история, покрытая мраком и водами Черного моря, вот, она напомнила мне, что россияне неоднократно, это является уже такой фишкой их, неоднократно используют самые чудовищные приемы, как с этим самолетом, для того, чтобы скрыть свою вину. Потому что, на мой взгляд, самое чудовищное в том, что произошло, было не то, что они, не только то, что они сбили там, да, а то, что они пытались утопить этот самолет, потому что любой человек, который знаком с географией и
может посмотреть на карту. Вот я вчера там у себя поставил пост. Я посмотрел на карту, какое количество аэропортов находится в этом регионе, недалеко от Грозного. Ну, речь идет просто о 1,5 десятка аэропортов, куда мог улететь этот самолет. И, допустим, если в Тбилиси находится за Кавказскими горами, и было очевидно, что самолет мог просто не перелететь эти горы, чтобы попытаться там приземлиться, и это было просто технически там невозможно, то по этой стороне Кавказа там полно аэропортов и военных, и гражданских, и в Минеральных водах, и в Махачкале, и много где еще. Но почему-то, и вот это вот самое интересное, что будет на черных ящиках записано, почему-то этот самолет погнали на 500 километров восточнее, в Актау, лететь через Каспийское море. Причем летел он, судя по показаниям флайт-радаров, тяжело, и летчики же, судя по обнародованным переговорам в районе Грозного, изначально поняли, что, не то что поняли, они это чувствовали, что самолет плохо управляется и получил тяжелые повреждения, и поэтому чудо в принципе, что они 500 километров пролетели, потому что они сразу стали требовать предоставить им какую-то альтернативную посадку, там речь шла о Минеральных водах, либо каком-то другом, значит, на какую-то другую взлетно-посадочную полосу. Но вот судьба распорядилась по-другому, и их погнали туда, за Каспийское море. И над Каспием они летели не по прямой, а, значит, постоянно, значит, отклоняясь там от курса, разворачиваясь. Ну, очевидно, что самолет там кренило, и они постоянно боролись за управляемость и за его выживаемость. Ну и, собственно говоря, практически им это удалось, потому что нет никаких сомнений, что только профессиональные люди могли в такой сложной ситуации довести самолет вот до взлетно-посадочной полосы и практически его посадить. И благодаря их усилиям 25 человек все-таки удалось спасти. И вот после этого началось, и в ходе этого уже сразу начались сливы информации, вокруг которых там россияне попытались выстроить дискурс, что там то ли это птицы, то ли там вообще непонятно что, и потом начали вешать это на украинские дроны, которые в тот момент атаковали Грозный. Ну, собственно говоря, тут россияне столкнулись зеркально с той же ситуацией, в которой оказалась Украина в 2014 году. И вот вся та аргументация, которую они применяли против МЧ-17, почему не закрыли небо, теперь таким же бумерангом возвращается к ним. И как видим, и Азербайджан, и Казахстан сейчас закрыли небо для своих перелетов в ряд российских городов, очевидно, исходя из того, что российские панцири там, либо другие системы ПВО могут точно так же быть применены и по другим самолетам. И, кстати, стоит напомнить, что и наш Боинг, который погиб, рейс ПС-752 возле Тегерана, когда был сбит украинский самолет, он тоже был сбит панцирем. И, собственно говоря, похоже, что и в том, и в другом случае там он действовал в автоматическом режиме, потому что низкая облачность, которая была вот над Грозным, очевидно, предполагала, что у операторов ЗРК там было недостаточно времени для того, чтобы разобраться, что летит над и кто летит над аэропортом, поскольку летчикам диспетчер сказал, что облачность опускается, по-моему, там до 150 или до 180 метров. Поэтому они работали в автоматическом режиме, похоже, панцири, и, соответственно,
произошло вот то, что произошло. Поэтому тут спрашивают мораль этой басни какова? Ну, мораль этой басни такова, что для россиян нет никакой морали в том, чтобы оправдывать те чудовищные преступления, которые они совершают. И весь Кавказ сейчас в этом смог убедиться. И, кстати, мне как раз вот непонятна реакция наших многих, ну, даже, скажем так, не многих, а некоторых наших соотечественников, потому что вокруг этой аварии выстроился в том числе и такой дискурс непонимания, я бы это сказал так. Тамерлан Вагабов абсолютно правильно на этот счет написал хороший пост, потому что многие украинцы думают, что если там Азербайджан не перекрыл границу с Россией из-за того, что Украина ведет войну, то теперь там можно записывать чуть ли его не в союзники России. Но на самом деле это не так. И мы видим, что руководство Азербайджана заняло вполне субъектную позицию. Алиев вернулся с экономического форума в Петербурге, который как раз там начинался. И, собственно говоря, Азербайджан потребовал от России объяснений, причем в таком достаточно жестком ключе, потому что стало очевидно, что самолет был сбит, и появилась уже информация от официальных лиц Азербайджана, в частности министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал, что те повреждения, которые были получены самолетом, свидетельствуют о том, что это было внешнее вмешательство, и тип оружия будет устанавливаться следствием, как это произошло. И привел показания бортпроводников и очевидцев, которые остались в живых, о том, что там происходило и как это произошло. Поэтому Азербайджан в этом плане молодцы, что, скажем так, проводят спокойную, взвешенную политику, защищая там свои интересы. И мы не должны забывать, что, собственно говоря, мы должны проводить точно такую же политику и не эмоционировать настолько, чтобы забывать о том, какие у нас интересы, когда это касается там отношений с поляками, там, или с Румынией, или с Венгрией, там, и со всеми нашими соседями по периметру. И в этом плане, как бы, вот эмоции эмоциями, но интересы остаются всегда. И вот эту линию прагматичных интересов всегда нужно дожимать до конца, для того, чтобы страна потом не оказалась в более сложной ситуации, чем после того, как ты себе позволяешь какую-то эмоциональную волну. Вот, поэтому вот война пришла на Кавказ сейчас вновь, напомнила, что Украина борется за свое существование. Я знаю, что очень многие жители Азербайджана нас поддерживают, вот как раз показали аэропорты возле Грозного, смотрите, видите, Магаз, Минеральные воды, Ставрополь, Махачкала. Там не показаны более мелкие аэропорты, которые были, потому что и есть, я специально тоже вбивал в поисковики, смотрел, и их количество еще больше. А с учетом Грузии там, и тех военных баз и аэропорта Тбилиси, то еще больше. Вот. Но опять-таки не забываем, что там горы и там сложный рельеф, и очевидно летчики, когда летели, они старались не подбираться к горам, потому что у них были проблемы с набором высоты и совсем. Так, як прокоментуєте стичку Пашиняна і Лукашенка на засіданні? Я лучше прокомментирую, что Армения выразила свое сочувствие Азербайджану. Мне кажется, это со стороны Пашиняна, со стороны руководства очень хорошо их характеризует, потому что жесты человечности даже относительно своих бывших врагов или даже просто врагов никогда не мешают вам выглядеть правильно с точки зрения морали, с точки зрения ваших международных позиций. Так,
э, теперь, секундочку. Из Киргизии пишут, все выжили. Кстати, мораль этой трагедии также еще в том, что видите, что лучше садиться сзади. Вот я всегда стараюсь сесть сзади, потому что думаешь, ну чем черт не шутит, а сзади, видите, люди чаще выживают. Так. Джодаш пишет, нужно отдать должное, что пилоты были как люди-герои, как летчики мега-профессионала. Ну, я тут могу только присоединиться к этому. Дмитрий Демин пишет, так то самолет из Азербайджана мог вернуться теоретически без черных ящиков, понять, почему решили туда, черт его знает, скорее всего были прописаны заранее запасные. Ну, я думаю, исходя из того, что они говорили по этим записям, то они изначально хотели сесть как можно быстрее, потому что у них были большие сложности с управлениями, поэтому они там вытаскивали самолет как могли. У них гидравлика начала отказывать сразу, то есть, чтобы вы понимали, они пролетели потом 500 километров при отказывающей гидравлике и, соответственно, в любой момент могли завалиться. Поэтому ну, это очень странное поведение диспетчеров, там, которые их погнали на восток. И я вот, как и многие другие обозреватели, склоняюсь к тому, что для россиян было проще попытаться скрыть эту ситуацию, банально утопив самолет в Каспийском море, для того, чтобы в конце в воду и все. И дальше как бы не париться. Так. В любом случае, глубочайшее уважение управлять самолетом в таком состоянии несколько часов — это высочайший профессионализм. Дмитрий Демин пишет. Да, это действительно так. Так, Embraer 190, пишет Юрий Игорев, размеров 30 на 30 метров, а дрон 3 на 3 метра. Как его отличить по засветке на радаре? Там что, орангутанг за пультом оператора сидел? Ну, мы не знаем, кто там сидел, но очевидно, что россияне должны были позаботиться на предмет вот подобного рода вещей, как они это требовали от Украины. И Украина, кстати, она, в общем-то, заботилась, потому что она на низких коридорах там запрещала летать, а вот на высоких никто не думал, что они там буки применят средь белого дня. Поэтому, собственно говоря, здесь россияне, мы видим, они вообще просто ушли в отказ, начали переводить стрелки и до сегодняшнего момента этим занимаются. Хотя в Грозном там объявили уже тоже траур, потому что в Азербайджане резкая реакция была на всю эту трагедию. Так. Егор Левада пишет, в первую очередь нужно оставаться человеком, сохраните человеческое лицо, это единственное, что мы сейчас можем сделать. 100%. Алексей Дрожевский пишет, сзади безопасно неоднозначно, по статистике все-таки ближе к силовым элементам конструкции, то есть перед крылом, над крылом. Ну, не знаю, вот сколько смотрю все эти авиационные катастрофы, то чаще всего фюзеляж разламывается, и вот задний кусок, он там как-то вот остается более-менее целым. Вот. Максим Майструк пишет, мораль в том, что у нас точно не нужно начинать летать во время войны. Кстати, я думаю, да, это еще одно такое грозное замечание по поводу вот этих всех планов открытия аэропорта, особенно Борисполь и Киев, которые тут находятся совсем недалеко от границы с Россией, и при желании там С-400 в любой момент может сбить любой самолет, который находится. На Закарпатье, я думаю, там можно было бы открыть, там, или может быть даже во Львове, но в любом случае этот случай действительно указывает на конкретные риски, связанные с таким шагом со стороны Украины. Кистрица спрашивает, как технически это все происходило в сжатые сроки? Дали команду диспетчерам, у них ФСБ дежурный в аэропортах. Ну, вполне возможно, что и ФСБ сидит у пультов, и у них есть соответствующие протоколы. Но обычно вот так вот оно и происходит. Когда поняли, что накосячили, то начали думать, как
замести следы. А чем дольше ты летишь, тем больше тебе может прийти в голову вариантов относительно того, как заместить эти следы. Я, кстати, замечу интересный факт, что вот предприятие Казах Аэронавигация, они сразу официально сказали, что авария произошла в связи с столкновением с птицей. Вот. Потом уже, даже до сегодняшнего момента, вот еще я вижу, не изменилась вроде у них эта формулировка. Вот. Поэтому начинается же большая игра в такой момент, вы должны это понимать. И каждая секунда дорога, потому что каждая сторона начинает думать, как выкрутить ситуацию там в свою сторону. Так. Как делает Израиль, спрашивают, закрывает небо, и многие страны закрывают небо, когда особенно ударов каких-то ожидают, и сами удары предпринимают, как тут даже Иран тот же самый, когда пускает ракеты, то закрывает небо над местом потенциальных пусков. Так. Здесь вот пишет Ирина Рудюк, вероятность выживания в хвосте самолета выше на 32% по сравнению с передней частью. Ну, я тоже думаю, по физике и по логике, как бы вот как-то спереди лучше не находиться. Сами бывалые русские военные критиковали Панцер-С за плохую систему свой-чужой еще до войны. Ну вот мы в этом убеждаемся снова и снова, и в Тегеране, и теперь в Грозном мы видим, что плюс были и с военными самолетами инциденты у них, поэтому это не первый инцидент и, похоже, не последний. Так. Так, стычку Пашиняна-Лукашенко на заседании. Я еще, честно говоря, не видел, что была за стычка. Уже потом посмотрю. Стычка Пашиняна и Лукашенко. Так, вот было 7 часов назад. Читаю. Так, спор разгорелся за формат участия Армении в следующем заседании Высшего Совета АЭС, запланированном в Минске. Пашинян последний год наотрез отказался лично приезжать на мероприятия ЕАЭС и АДКБ ни в России, ни в Беларуси, ни в других странах. Армянский премьер, выступавший по связи, заявил, что армянская делегация примет участие в следующем заседании тоже в онлайн-формате. На это Лукашенко ответил, что у вас за проблема, далеко до Минска или некому подвезти, мы организуем доставку вашей делегации, если нужно. Пашинян отметил, что уже сделал публичное заявление по этому поводу и остается в силе. Лукашенко парировал, мы рассмотрим ваше заявление. Пашинян не остался в стороне, мое заявление не подлежит рассмотрению. Белорусский лидер продолжил, мы рассмотрим, может телевизора не будет, чтобы вы выступали дистанционно. В ответ Пашинян выпалил, если у вас еще проблемы с телевизорами появились, я с пониманием отношусь к этому. Да, ну, собственно говоря, это отражает вообще недовольство Пашиняна и армян по поводу той ситуации, в которой они оказались в контексте Второй Карабахской войны и потом, после того, как Азербайджан вернул Карабах и полностью, да, и как следствие, ну, собственно говоря, обесценилось участие в УДКБ и во всех других структурах экономических, в которых они там сейчас принимают участие. Вот и все. Поэтому у нас завтра будет эфир с Тиграном Авакяном в 19:00. Я советую посмотреть. Мы в том числе и эти вопросы зацепим. Там будет очень интересный эфир по Трампу и не только. Вот, поэтому затронем. Так. Дмитрий Дюмин пишет, капитан, скорее всего, решил лететь через море, чтобы лететь рядом с горами. В горах воздушные потоки могут быть менее предсказуемые. Ну и плюс высота этого центрального Кавказского хребта там под 5 километров составляет, поэтому ему просто было тяжело в ту сторону лететь, поэтому там все понятно. Но севернее, там же равнина, там и, в общем-то, там было легче маневрировать. Так. Тут спрашивает Демин, что если я не ошибаюсь, то про куда уходить решение всегда принимает капитан. Я просто не уверен, что русские могли отправить самолеты именно туда, а не летите куда-то, у нас все закрыто. Ну, собственно, они давали ему вводные. Капитан делает принятие решения на основе вводных, которые дает земля.
И тут вопрос, что, что давала земля. Хотя, если посмотреть на фото из салона, то видно, что они поднялись выше облачности, то есть это значит, что они там на высоту пару-тройку километров точно забрались, когда летели назад, на восток туда. Так, Дрожевский пишет, система свой-чужой работает только на учениях, нереально поддерживать в реальном времени из-за расстояния и количества техники. Какими может быть ответ Азербайджана в случае, если московиты так и не признают вину, пишет Арсений Харьков. Осторожно. Я не думаю, что Алиев пойдет на обострение отношений, просто они сделают соответствующие выводы там, и возможно примут какие-то дополнительные меры. Но они не пойдут на обострение, потому что политика Азербайджана, как я уже 250 раз рассказывал, очень сбалансирована, поскольку они прекрасно понимают, что находясь между тремя гигантами, Россией, Ираном и Турцией, они находятся в зависимости от этих государств, и их позиции ввиду маленькой глубины, потому что Азербайджан по своей величине это государство, которое там, условно, как 2 киевских области там, или как 3 киевских области максимум. Значит, и поэтому у них просто маленькая стратегическая глубина, они не могут себе позволить совершать ошибки, которые приведут к крушению государства там, или к новому витку оккупации, как это у них было в 90-е годы. Поэтому они в 90-е годы всему научились, сделали соответствующие выводы и ведут очень осторожную политику. Пишут, что пилот навчался в Крапивницком. Так он получается еще и с Украиной связан. Дмитрий Дюмин пишет, согласен 100%, просто надеюсь еще услышать расшифровки черных ящиков. Я думаю, что Азербайджан их даст и скажем, будет еще более понятно, какой была мотивация пилотов. Так. Насколько реален вариант, что из-за рэп не было связи? Непонятно пока. Там очень много вводных, потому что там же GPS у них по какой-то причине исчезал. И это тоже там задало вопросы. Так. Ілля Попик питає, з прошедшим, пане Юрію, хочу спитати, як навчитись читати так багато, як ви. Дружище, если бы я читал сейчас много, я так хочу много читать, я не успеваю читать много, к сожалению. Я читаю там урывками, як кажуть. Просто садитесь и читайте, и все. И выхватывайте главное, там, подчеркивайте, как я, для того, чтобы не перегружать память и потом возвращаться к тому, что для вас там является главным. То есть не перегружать память, значит, научиться выхватывать как бы кусками. Вот я читаю кусками, я обращаю внимание там на ключевые слова, на взаимосвязи, там взгляд останавливаю, это фиксирую там и как бы подчеркиваю. Потом делаю выписку, где обращаю внимание на то, как в будущем это будет, информация может быть использована. И все. И, собственно говоря, так и работаешь. Ну, есть тексты, которые необходимо очень внимательно и очень тихо, спокойно читать, потому что ты не можешь себе позволить, скажем так, не схватить логику. А понимание логики текста это тоже ключевое. То есть учитесь искать логику и понимать ее. Тогда вы будете очень быстро отбрасывать там ненужную информацию. И, собственно говоря, вот так вот. Так, тут спрашивают, что там за спиной у меня Мстители стоят. Ну, там комиксы, да, мы купили в Тачине. И вот комиксы эти стоят, иногда смотрю. Так, кистрица спрашивает, где я сегодня тусовался такой красивый? Да с вами, вот специально надел пиджак, вот захотелось надеть пиджачок и белую рубашечку. Иногда у меня такое бывает. Было бы неплохо, чтобы Украина каждый раз перед атакой или просто по понедельникам публично говорила, что закрывала воздушное пространство над Россией, пишет Кемакс. Ну, конечно. Конечно, мы еще будем предупреждать, как россияне нас предупреждают.
Тобто, виходить, Росії треба або закривати небо над деякими регіонами, або не застосовувати там ППО. Ну, саме так. А те страны, которые летают там постоянно, я думаю, они теперь задумаются, стоит ли летать, вот особенно страны Кавказа и все, что там в 500-километровой зоне там условно находится, то сейчас многие страны задумаются относительно того, необходимо ли летать им в принципе. И это, ну, это будет влиять на экономику перелетов. Вот. Евсений Гудович пишет, включили глушилки, поэтому пропала связь с пилотами. Ну, наверное, может быть. И, кстати, вопрос, зачем это делали? Для того, чтобы там перекрыть дронов там, или для того, чтобы пилотам осложнить полет. А может быть и то, и другое. К сожалению, США, Франция вооружает Армению. Мне нужен мир в регионе. Сори, что не в тему. Ну, отдельная тема, будем разговаривать на этот счет. Азербайджан же тоже вооружается, в том числе и с помощью внешних партнеров. Поэтому это вопрос вашей национальной стратегии. Алексей Дрожевский пишет, рэп не может глушить весь диапазон авиасвязи, пилоты всегда могли связаться с предыдущим контролем на другой частоте, то есть с Баку точно всегда была связь. Так. Узнали ли бы мы правду, если бы Россия позволила самолету садиться у них? Не знаю, ну как минимум, возможно, люди уцелели бы. Юрий, кстати, уже видели анонсы финнов, которые тормознули связанный с Россией танкер, который порвал силовой кабель, и нашли на борту много разведприколов. Да, видел, и я думаю, что сейчас это приведет к тому, что НАТО на востоке Балтики будут более активно, силы НАТО будут более активно привлекаться к охране стратегической инфраструктуры. Ну и россияне традиционно как бы сыграли в ту игру, которая приводит к большим проблемам. Потому что зачем перебивать кабель для того, чтобы что? Показать, что ты долбоеб, ну, это и так все знают. Летает куча самолетов на внутренних рейсах, но пострадал именно азербайджанский. Может быть, это не случайность. Я не знаю, может быть и не случайность, но я думаю, что все-таки случайность, как это бывает часто вообще в истории, тем более, что там достаточно плотный график авиаперелетов, поэтому я думаю, что скорее случайность. Так, Федя Головко, привет, к нам присоединился, тоже передаю привет. Так, смотрю еще, что тут вы писали. Константина пишет, БПЛА лютый, размах крыльев 7 метров, длина 5 метров, почему некоторые врут, что тут 3 на 3. Но он говорит условно. Он говорит же условно. Так. Ну все, я думаю, что на этом будем заканчивать. Так. Аллаза пишет, прошу не выражаться, мы слушаем, не выражаться. Ну, иногда я выражаюсь, но бывает вот относительно россиян, ну невозможно ж не выражаться. Вы ж, я думаю, сами там теперь выражаетесь после всего, что произошло. Поэтому закрывайте уши детям, если там они рядом находятся, или выводите детей перед просмотром. Но у нас эфиры для взрослых все-таки. Я специально оставлю галочку, что у нас эфиры для взрослых. Для того, чтобы дети не слышали какие-то неправильные слова. Так, по Урсе. А что по Урсе? Я не знаю, что с Урсой произошло. Она утонула. Ну, вот все, что я знаю точно по Урсе. Возможно, утонула вследствие каких-то непредвиденных обстоятельств, из-за которые приводят к взрыву в машинном отделении и бегству поспешного экипажа с этого корабля. Ну вот пока все, что мы знаем насчет Урсы. Утонула, и слава богу, что мы можем сказать. Чем больше черных лебедей относительно россиян, тем лучше, тем легче нам будет всем.
Головку пишет, если хотеть много читать, то надо не хотеть смотреть сериалы системно, жестко себя ограничивать в соцсетях, особенно это для детей, иначе много читать даже при желании не выйдет. Ну, конечно, это же время. Время ключевой элемент, поэтому всегда думайте, как вы его используете и распределяйте. Поэтому это вопрос, опять-таки, личного целеполагания. Да, кстати, танкера в Керчи — это еще один черный лебедь, который прилетел в прямом смысле этого слова. Превратил, ну не лебедей, но бакланов в районе Анапы в черных. Так, Александр Гриднев. Юрий, не планировали приглашать в ближайшее время Савармата? Я не говорил еще с ним на этот счет, но напишу. Так, поздравляю с прошедшим днем рождения. Спасибо всем, кто поздравляли вчера, там и сегодня еще поздравляли. Некоторые еще и звонили с утра. Всем большое спасибо. Я вчера, честно говоря, из-за того, что столько звонили, весь день отвечал, и просто устал и завалился спать. Только пришел домой. Поэтому спасибо большое. Мне приятно. Так, ну все, будем заканчивать. Я говорил, что это будет маленький моноэфир. Завтра в 18 часов мы начнем. Первый эфир будет искусственный интеллект в американских университетах. Оля Бережная обещала рассказать. Потом у нас будет Тигранов океан. И мы будем вот как раз про трамповскую политику. У него очень много интересных замечаний. И мы в целом как бы по международке пройдемся, и по Кавказу в том числе. Гриднев спрашивает, вы вообще не читаете художественную литературу? Сейчас практически не читаю, хотя там могу стихи почитать какие-то там на досуге там или классику какую-то, но в целом нет. Не успеваю, у меня просто столько специализированной литературы, которую нужно прочитать для того, чтобы на коне быть, что я просто не успеваю. Вот такие пироги. Так, Юра, ниша партии регионов, ее займет кто-то новый или старый? Я думаю, что партии регионов не место в Украине. Будет переформатировано все. Мемуары Паустовского дочитали? Дочитал. Если вы повесть о жизни, то да, дочитал. Даже за спиной, по-моему, стоит. О, видите, даже вот томик стоит. Я его начитываю там потихоньку. С Дацюком поедем на могилу отца Паустовского, когда станет теплее. Вот, у них дача рядом. Все, друзья, на этом заканчиваю. Обнимаю, целую. Всем тихой ночи. Пока.